Мы не видим в НАТО политической готовности, вообще политического желания идти на конфронтацию с Россией. Украине затягивание войны невыгодно, кроме прочего, потому что продолжаются постоянные удары по тылу. Российская армия была, как минимум в количественном смысле, абсолютно не готова к такой большой войне. Пригожин выставляет себя как элиту, типа опричников и так далее. При том, что по опросам общественного мнения до 90% украинского общества сейчас против любых переговоров и хотят решить вопрос военным путем. Ваш прогноз, сколько эта война еще может продлиться? Давид Гендельман, военный эксперт, который активно комментирует конфликт в Украине. Начать я хотел бы со вчерашних событий. Здесь надо зрителям пояснить, что мы с вами сейчас общаемся 16 ноября, и вчера вечером у нас произошла какая-то внезапная эскалация в виде того, что 2 ракеты упали на территории Польши, и вначале начали говорить, что это российские ракеты, не российские. Сейчас вроде как выясняется, что это были ракеты не российские. В этой связи многие начали вспоминать, что Польша входит в НАТО, и что НАТО может как-то ответить на этот удар. Не могли бы вы коротко рассказать вообще, как происходят подобные ответы, и действительно ли, если там российские ракеты залетят, НАТО будет отвечать? Ну, вся проблема, в принципе, в том, что, как выясняется на данный момент, видимо, это все-таки были украинские ракеты ПВО. Если бы это были, как некоторые предполагали вначале, действительно российские ракеты, то, опять же, главный вопрос в том, был ли это случайный залет, либо намеренный удар. В этом принципиальная разница. Разумеется, ответ будет другой. И в целом, если смотреть, как НАТО вообще относится к этой войне в Украине, если бы теоретически Польша и НАТО в целом искали бы эскалации и прямой конфронтации с Россией, и только искали бы повод, то, разумеется, это можно было бы использовать как такой повод. Но, как мы знаем, НАТО всячески с самого начала войны избегало прямой конфронтации с Россией, поэтому можно было предположить, что даже при случайном залете российских ракет все, что можно, попытаются спустить на тормозах. И, в принципе, если учесть, что в результате выяснилось, что, видимо, это даже не российские ракеты, а украинские, то тем более эскалации конфронтации не будет. То есть, в принципе, то вчера говорили чуть ли не о начале Третьей мировой войны, в принципе, это была, как в большинстве таких случаев, преждевременная паника. Во-первых, НАТО и не хотела эскалации, и только искала повод, чтобы ее не допустить. А если, тем более, это вообще не российские ракеты, то не о чем и говорить. Обошлось неким тактическим эпизодом. Понятно, что 2 полякам, которые в результате погибли, от этого не легче, но на высшем политическом и стратегическом уровне, разумеется, все это выглядит иначе, и, видимо, никакого вмешательства НАТО в войну как такового не произойдет. Есть ли у НАТО какие-то готовые протоколы действий на случай, если все-таки Россия нанесет удар по одной из стран НАТО? Или это будет приниматься решение по мере наступления каких-то событий? В политическом уровне должны быть задействованы протоколы, то, что называется, консультации, выработки единого ответа. На чисто военном уровне, разумеется, есть оперативные планы, которые отрабатывались в том числе и на учениях при нападении на такую-то страну, что конкретно должны делать. Но здесь, как обычно, основная заковыка не столько в военных вопросах, сколько в политических. Как это часто бывает, оперативные планы и подготовка — это одно, но действительно решение о том, задействовать ли эти планы, это, разумеется, решение чисто политическое, поэтому смотреть надо на это. И, как я уже сказал, в целом мы не видим в НАТО политической готовности, вообще политического желания идти на конфронтацию с Россией. Все, что можно, будет спущено на тормозах, и максимум, чего можно ожидать, возможно, какой-то дополнительной военной помощи Украине, но никак не прямого военного вмешательства в НАТО. Можно ли ожидать какого-нибудь либо прощупывания почвы, либо каких-то, может быть, более серьезных действий по отношению к НАТО со стороны России, видя как раз то, что НАТО не хочет воевать, что НАТО все спускает на тормоза? Не спровоцирует ли это Россию каким-то действием уже на территории НАТО? Тем более, мы постоянно слышим эту риторику со стороны некоторых политиков. Прежде всего, далеко не факт, что России сейчас нужно как-то дополнительно осложнять еще отношения с НАТО в дополнение к тому, что есть. В принципе, России сейчас хватает проблемы в этой украинской войне. Открывать для себя еще один фронт, во-первых, не видно, для чего это в практическом смысле может понадобиться. Просто прощупывать на слабо, опять же, ради чего. Пока не видно конкретно никакой реальной цели, никакой реальной потребности, чтобы это делать. Единственное, что
принципе, Россия может себе записать, но, в принципе, они, скорее всего, это знали и так, что на какие-то случайные залеты действительно резкой реакции не будет, но, скорее всего, в принципе, российское руководство знало это и так, то есть вряд ли из этого будут российским руководством сделаны какие-то выводы, что сейчас можно действовать активнее, потому что, как я уже сказал, не факт, что России действительно нужны сейчас какие-то активные действия как на территории стран Балтии, так и Польши, и, возможно, других стран НАТО. Непонятно, для чего это сейчас может понадобиться России при всех тех проблемах, которые у нее уже есть. Российские политики как минимум открыто декларируют, что они с НАТО воюют, учитывая то, что НАТО все равно, можно сказать, что определенная сторона конфликта в плане поставки оружия там, и другой помощи, и военных они обучают украинских, то есть это определенная сторона конфликта, и, возможно, они думают, что в случае удара ситуация не изменится, а одна из проблем, насколько, опять же, я понимаю, это европейский избиратель, который сегодня требует от своих правительств Украину поддерживать, но, возможно, когда угроза реальной войны, она возникнет и на территории уже стран европейских, возможно, европейский избиратель испугается и откажет в поддержке Украине и будет требовать уже мирных переговоров. Есть и такая версия, что такая эскалация может помочь, но я бы сказал, что, скорее всего, вся эта риторика о том, что мы воюем с НАТО, это в основном направлено на внутреннюю российскую аудиторию, в том числе для оправдания того, как идет война в Украине, почему нет таких оглушительных, говоря в кавычках, успехов, которых, возможно, ожидала часть российского общества, но, опять же, не факт, что действительно обострение, действительно, они на словах уже обострение и военные действия непосредственно против НАТО действительно чем-то помогут России в том плане, чтобы напугать европейского избирателя. Избирателя невозможно и напугают, но добавить в ряды непосредственных военных противников НАТО уже не на уровне слов. Далеко не факт, что России сейчас это выгодно, и как мы видели на всех этих переговорах, в том числе по неиспользованию ядерного оружие, подчеркивало, что ядерное оружие использоваться не будет, а всем понятно, что непосредственное вступление НАТО в войну резко повышает такую вероятность, поэтому я бы разделял внутреннюю риторику различных российских спикеров и действительно желание непосредственного военного столкновения с НАТО. Вернемся в Украину. На прошлой неделе российские войска оставили Херсон. Как вы считаете, линия фронта на вот этом херсонском участке, она замрет по Днепру или мы увидим, возможно, продолжение со стороны Украины наступления и освобождение Херсонской области и переправку на левый берег? В целом, разумеется, вывод правобережной группировки изменил стратегическое положение на Южном фронте и, в принципе, на фронте в целом. Сейчас, разумеется, с российской стороны сложно ожидать нового форсирования Днепра. Разумеется, сейчас это для России было бы на порядок сложнее. Что касается украинского форсирования, теоретически оно не сказать, чтобы вообще было невозможно, но это маловероятно, потому что и само форсирование крупными силами этом участке, и потом снабжение этой группировки уже на левом берегу. В принципе, украинская армия может оказаться в зеркальной ситуации, как была российская группировка на правом берегу, и будет сложно снабжать и так далее. Небольшая вероятность есть, но скорее этого не будет. Скорее на конкретно этом участке Днепра военные действия в основном будут принимать форму артиллерийских дуэлей, авианалетов и действий диверсионно-разведывательных групп, что мы, в принципе, уже видели как на Кенбургской косе и, возможно, там в районе Олешек. В целом, то, что можно сказать в кавычках, наведение шороха, это, скорее всего, действительно будет для того, чтобы держать там российскую группировку в оперативном напряжении. Также артиллерийские ракетные удары по логистике и прочее. Конкретно крупные общевойсковые действия в виде форсирования это маловероятно. Скорее, общевойсковые действия именно крупных формирований перейдут на другие участки фронта, так как этот вывод правобережной группировки высвобождает для обеих сторон большое количество личного состава, десятки тысяч человек, которые, в принципе, можно почти сразу же перебросить на другие направления: Запорожское, Угледарское, Донецкое, Старобельская, возможно, даже белорусская. Весь вопрос сейчас в том, на
направлении, как украинское и российское командование решат сосредоточить, в принципе, эти выведенные оттуда силы. Какое-то время займет переброска, формирование, дополнительное подкрепление. Сейчас мы видим сообщение о том, что украинская группировка усиливается на запорожском направлении. В принципе, чисто теоретически, разумеется, наступление в запорожском направлении было бы перспективно, потому что в идеале оно может привести к рассечению сухопутного коридора в Крым. Но всем понятно, что российское командование это тоже понимает, и, видимо, там происходит тоже переброска и укрепление. Мы видим сообщение о том, что строится оборона вокруг Мелитополя и так далее. В принципе, сейчас все зависит от того, как украинское и российское командование распорядятся, в первую очередь, этими высвобожденными ресурсами, куда решат их больше бросить, на оборону или наступление. Возможно, в ближайшие дни мы уже какие-то ответы на эту тему увидим, пока это еще на уровне предположений. Вы сказали белорусское направление. Есть ли риск того, что Россия, или, может быть, Россия вместе там, с Белоруссией, будут какие-то попытки атаковать со стороны Беларуси? Сейчас, как минимум, на данный момент, хотя российская группировка в Беларуси увеличивается, но это пока еще не в таких количествах, чтобы действительно можно было сформировать достаточно крупные ударные группировки. Пока мы там видим как рост учений, так и переброску не только сухопутного элемента, но и различных сил ПВО, авиации и так далее. В принципе, если достаточно крупные российские силы туда будут переброшены, сейчас там в целом считается до 10 тысяч, включая и элементы ПВО и авиации. Если там будет действительно накоплено 20-30 тысяч, из них уже можно, в принципе, теоретически сформировать ударные группировки, но основная проблема в том, что даже если они просто будут туда переброшены, сформированы, просто будут стоять на границе, не переходя в наступление, это уже вынудит украинскую армию оттягивать туда дополнительные силы для того, чтобы оборонять конкретно это направление. Действительно ли произойдет наступление, это еще неизвестно, но основная проблема для украинской армии в том, что просто стоящая на границе крупная группировка оттянет на себя крупной силой. И это можно, в принципе, сделать без единого выстрела. И, в принципе, украинской армии придется рассчитывать свои резервы, сколько бросать туда. Мы видим, в принципе, и другую подготовку к отражению возможного наступления с белорусского направления, и минирование, и подрыв мостов, и различные фортификационные работы. Но в любом случае придется туда бросить крупные силы, если действительно Россия продолжит переброску туда своих сил. Пока мы этого не видим, но в своем развитии, возможно, мы дойдем и до этого. Как изменит ситуацию зима и наступление холодов? Конкретно на фронте как таковом как раз наступление зимы может улучшить ситуацию в том плане, что наступление больше сдерживает не столько зима, сколько осень. Распутица мешает продвижению как техники, так и, в принципе, даже пешего продвижению. Облачность и дождь мешают применению авиации, как обычной, так и беспилотной. Зима, в принципе, это все должна улучшить. Все эти рассуждения о том, что зимой не воюют, это, разумеется, архаизм 19 века. Сейчас на зимние квартиры никто не ходит, даже Вторая мировая война вполне себе с полным размахом шла и зимой. И на что больше повлияет зима, это не столько на фронт, сколько на украинский тыл. Сейчас мы видим массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Если они продолжатся, если действительно значительный процент энергетической инфраструктуры будет выведен из строя, то тыл будет страдать, мирное население без отопления, без света и так далее. В этом плане, в принципе, скорее всего, и состоит цель этих ударов, чтобы оказывать психологическое давление на украинское население и политическое давление на украинское правительство, а конкретно на саму войну это окажет, в принципе, весьма малое давление, разве что в плане, если действительно из-за этих ударов как-то сократятся перевозки военных материалов и личного состава на фронт, и придется больше переходить на тепловозы. Частично это помешает логистике, но боевым действиям как таковым на фронте это не помешает, потому что всем понятно, что боец в окопе и так не подключен к розетке, поэтому эти удары не помешают. А сама зима, как я уже сказал, ему даже поможет в плане передвижения, наступления и прочего. Поэтому, когда наступит зима, мы, в принципе, скорее всего, это и увидим. Возвращаясь к энергетической инфраструктуре, мы видим
что удары продолжают по ней наноситься, и последний удар, как пишут, он стал самым массовым с начала войны. При этом в некоторых СМИ постоянно пишут, что у России заканчиваются ракеты, у Путина уже закончились ракеты, и вот это чуть ли не последние, и это опять же повторяется не первый месяц. Сколько у России там есть еще ракет, и насколько можно ждать, что в каком-то обозримом будущем вот подобные ракеты для таких ударов, они у Путина закончатся? Проблема в том, что оценки этого количества разные. Как вы уже сказали, мы с начала войны уже не раз видели, что через 2 месяца закончатся ракеты, через 3 месяца закончатся ракеты. Мы сейчас видим, прошло 9 месяцев, они все еще не заканчиваются. Понятно, что они на деревьях не растут, и количество их не бесконечно, но мы видим, что как минимум периодически, в последнее время это примерно раз в 2 недели на такие массированные удары до сотни ракет у России вполне хватает. И вряд ли можно сказать, что это были уже последние ракеты из неприкосновенного запаса. Что-то у них еще есть, как минимум на несколько таких ударов у них еще хватит. И постоянно муссируется вопрос о том, будут ли поставлены дополнительные баллистические ракеты из Ирана, которые могут как минимум частично заменить использование этих российских крылатых ракет. Посмотрим, пока мы не видели этих поставок, но как в принципе было и с иранскими дронами, сначала про них 2 месяца говорили, некоторые говорили, это будет, другие говорили, не будет, какие там иранские дроны. В результате мы увидели, что они действительно поступили. Поэтому можем дождаться иранских ракет, если они поступят и в серьезном количестве, несколько сот, например. Понятно, что это сразу даст России второе дыхание и сразу резко расширит их дальнейшие возможности, пока мы их еще не увидели. Посмотрим, в принципе, как произошло с иранскими дронами. Возможно, скоро мы уже получим ответы и на это, но даже чисто российских ракет на какое-то время их еще хватит. Более точные оценки именно по опыту того, как эти оценки уже давались по ходу войны, я бы лично не давал. В любом случае, можно сказать, что это были во вчерашнем ударе это еще были не последние ракеты. Насколько быстро Россия может сейчас эти ракеты поставлять в условиях санкций? Потому что, опять же, эти противоречивые сообщения. Кто-то пишет, что в условиях санкций их делать больше нельзя, по крайней мере, как-то эффективно. А кто-то пишет, что наоборот, они там, как горячие пирожки, их там клепают, и все нормально. Ну, разумеется, это с российской стороны это секретная информация высшего уровня, потому что понятно, что все хотят это сейчас узнать, поэтому конкретные цифры, разумеется, сказать сложно, и те цифры, которые звучат в интернете, это часто вообще ни на чем не основанные оценки неизвестно кого. Производство идет, и за эти 9 месяцев, возможно, с иранской помощью, возможно, и своими собственными усилиями, видимо, все эти серые схемы по доставке комплектующих через 3, 4, 5 страны, видимо, российская промышленность сейчас научилась делать это лучше, чем раньше. В принципе, возможно, разумеется, на эту тему ничего публично озвучено не было, но, возможно, Иран поделился не только дронами, но и своими наработками именно в плане контрабандной поставки западных комплектующих. У них в этом богатый опыт, они это делают еще с 80-х годов. Возможно, они в этом тоже чем-то помогли России. В любом случае, производство ракет все еще продолжается, и как минимум раз в пару недель такие удары они еще делать могут. Захотят ли они их делать, это вопрос другой. Но я бы, в принципе, не видел ничего удивительного, если мы в ближайшие пару месяцев еще увидим как минимум 3-4 таких массированных удара. В принципе, на это их вполне хватит и в плане производства, и в плане того запаса ракет, который уже есть. Вот этот феномен иранских дронов, которые оказались простыми, дешевыми и невероятно эффективными. Как это произошло? Просто складывается ощущение, что мир не был вообще к этим дронам готов, потому что нет от них никакой защиты. Тут они внезапно вступают в войну, оказываются невероятно эффективными. Почему так вот эти дроны все пропустили, никто их не ждал? Ну, на самом деле эффективность их как таковая на самом деле не такая уж большая. Как минимум, по официальным украинским сообщениям, большая часть их сбивается, 80-90% и так далее. Проблема в том, что россияне их применяют массированно, и поэтому даже того, в принципе, возможно, небольшого процента, который прорывается, хватает для нанесения ущерба, особенно в начале их применения, когда еще украинское ПВО не сорганизовалось, как конкретно следует им противодействовать.
Что касается самого ожидания какого-то от Ирана, это в основном из-за того, что большинство людей в мире, в принципе, особо не интересовались Ираном и его военной промышленностью. Например, в Израиле возможности Ирана в этой области знать давно, еще с 90-х годов. Иран, в принципе, вообще развивает всю эту тему беспилотников с 80-х годов, несколько десятилетий вкладывает в это большие средства. Как мы знаем, когда Иран во что-то вкладывает большие финансовые, технологические и кадровые ресурсы, то, как мы знаем, они даже в гораздо более сложных проектах, как ядерная программа, вполне имеют большие успехи, продвигаются по пути, скажем так, технического прогресса. В плане беспилотников тоже на самом деле ничего удивительного, просто особо этим никто в мире не интересовался, кроме заинтересованных стран типа Израиля, Саудовской Аравии, возможно, США. И, в принципе, они уже давно имеют всю линейку беспилотных средств, как ударных, так и разведывательных, и промышленные мощности для произведения их в больших объемах. Как мы все понимаем, они далеко не все свои беспилотники передали России. Несколько сотых уже было применено, и речь идет о том, что закуплено, видимо, было уже 2000 или 3000, есть разные оценки, но понятно, что не последние беспилотники россияне применили, когда уже использовали несколько сот. То есть, в принципе, это нам показывает, что страна под санкциями, которая находится под ними уже в течение десятилетий, как и Иран, имея технологическую базу, вполне способна это развивать. Единственная причина, почему у России таких средств не было, тем более в таких количествах, она просто этим вовремя не озаботилась. На уровне единичных экземпляров, в принципе, у России есть беспилотники не хуже, возможно, даже и лучше, возможно, даже на мировом уровне. Проблема, что их настолько мало, что это не могло оказывать значительного влияния. В последнее время мы как раз видим большее использование российских беспилотников типа Lancet. Их проблема в том, что их заряд гораздо меньше, от 3 до 5 килограмм. Это можно использовать разве что против техники на линии фронта, не против стационарных объектов. Там эту нишу заполняют именно иранские дроны, у которых боевая часть от 30 до 50 килограмм. Это, конечно, гораздо более серьезно. Но в целом они их используют не столько как барражирующие боеприпасы, как, например, израильский Хороб, а просто как дешевую замену крылатых ракет. Они на самом деле не используются как именно барражирующие боеприпасы, они не барражируют над полем боя, не выискивают цели. И просто вводятся координаты, они тупо идут по координатам, как крылатая ракета, но они гораздо дешевле. Поэтому мы по соотношению цена-качество, именно поэтому иранские дроны себя так хорошо показали, при том, что в технологическом плане они из себя ничего сложного не представляют, довольно примитивное устройство. Но мы видим, как количество имеет значение. А какая ситуация с техникой сейчас у ВСУ? Потому что, опять же, там летом было много сообщений, что главная проблема, которая мешает ВСУ идти там в наступление, это отсутствие техники. То есть много людей, но мало техники. Сейчас мы видим активное контрнаступление в последнее время. Складывается ощущение, что техника появилась. Какая с техникой ситуация, как идут поставки, насколько ее сейчас хватает? На самом деле темпы поставок вооружения как раз особо не увеличились. И сейчас как раз мы видим не столько активное наступление, сколько эвакуацию российской группировки, прежде всего из-за того, что ее было там трудно снабжать. О этом говорили несколько месяцев, и в результате российское руководство пришло к выводу, что это действительно так, это бесперспективно их вывели. Конкретно наступление как таковое как раз после Харьковского прорыва, уже к концу сентября, в принципе, оно затормозилось после того, как украинским войскам удалось создать плацдарм на восточном берегу реки Оскол. То есть прорыв к Сватово, о котором много говорили, как минимум, до сих пор не удался. Кроме прочего, как раз потому, что не хватает бронетехники, не хватает артиллерии. Сейчас, после высвобождения крупной группировки с Херсонского направления, понятно, что это не только личный состав, но и большая масса техники. Зависит от того, на какое направление их бросят. Вполне возможно, что того, что есть уже сейчас, на данный момент в руках украинской армии, хватит еще на какое-то крупномасштабное наступление. Но что касается конкретно поставок Запада, мы как раз в последнее время какого-то резкого всплеска не видели. Небольшое увеличение темпа было и как раз в средствах ПВО в связи с ударами
российской армии по энергетической инфраструктуре. В плане именно вооружений, артиллерии, бронетехники и так далее мы как раз резкого роста не видели. Поэтому если сейчас в ближайшее время будет крупное наступление, то это будет основываться именно на высвобожденной технике с Херсонского направления, а не из того, что сейчас получены вдруг какие-то действительно крупные поставки с Запада. Этого мы как раз пока не видим. Есть ощущение, что Запад в плане поставки техники, там, средств ПВО действует очень нерешительно, не спешат передавать, например, те же самые средства ПВО, которые Украина запрашивает там с начала войны. Насколько я понимаю, эффективных до сих пор в каких-то нормальных объемах не передается, какие-то единичные эти истории. Ракеты там для тех же Хаймарсов, которые Украина давно просила, тоже не передаются, которые могли бы там на более длительные дистанции летать. И складывается как-то, такое ощущение со стороны, что все это происходит как-то очень нерешительно и с большим запозданием. В целом, вопрос поставок вооружения Украине, разумеется, там несколько факторов. В первую очередь, понятно, политический, что вообще западные страны, каждая в отдельности, они в целом готовы передать. После этого следующий вопрос, что у них физически есть. Допустим, те же комплексы НАСАМС, которые сейчас начали передавать, это одна из новейших систем вооружений, которые есть, а Германия, которая сейчас начала передавать IRIS-T, они настолько новые, что их даже еще не имеет Бундесвер, то есть германская промышленность их производит и их сразу отправляет в Украину без того, чтобы их имела сама Германия. Это, опять же, все из-за того, что как минимум европейская НАТО не идет ни в какое сравнение с НАТО 80-х годов. По количеству сил и средств оно представляет из себя довольно плачевное зрелище. У них самих не так много чего есть. У Соединенных Штатов конкретно есть больше, но они смотрят, как более глобальный игрок, они тоже смотрят глобально, не произойдет ли война с Китаем, для которой нам тоже понадобится. Кроме того, есть политический расчет, несмотря на то, что война уже идет почти 9 месяцев, тем не менее всегда есть оценка того, не приведет ли поставка того или иного вооружения к дополнительной эскалации. Например, если какие-то более продвинутые системы типа Патриотов, там есть и свои более технические вопросы, скажем так, можно ли их так поставлять, то те же западные танки, в принципе, можно было давно поставить в техническом плане, это не сложнее, чем самоходные артиллерийские установки. И украинские экипажи, такие ремонтники давно могли бы быть подготовлены, как для Леопардов, так и для Абрамсов. Это было именно политическое решение их не поставлять, поэтому мы, в принципе, и видим, что те поставки, которые есть по количеству, в принципе, этого хватает для, говоря в кавычках, для поддержания штанов, для какого-то резкого изменения на фронте пока этого не хватает. Как по количественным причинам, действительно, далеко не у всех стран много чего есть. Те же французские «Цезари», французы, в принципе, передали уже, в принципе, треть от того количества «Цезарей», что у них уже есть. В арифметическом смысле это немного, но в процентах от того, что у них есть, это уже значительное количество. Те же польские крабы тоже переданы в очень большом проценте, но их в абсолютном исчислении не так много. А кто мог бы передать много? Именно Соединенные Штаты, которые могли бы те же М109 передавать сотнями. Они этого не делают, главным образом, по политическим причинам, нежелание эскалации, плюс они всегда смотрят, не придется ли нам самим потом вступать в войну или с Россией, или с Китаем, не понадобится ли нам самим. Весь этот комплекс причин вместе. Нежелание эскалации, нежелание передавать даже то, что есть, а то, что, в принципе, они передать готовы, как раз этого у них, в принципе, немного. Поэтому мы и видим результат, что Украине постоянно не хватает вооружения, плюс понятно, что даже то, что передается, выходит из строя, уничтожается, требует ремонта и так далее. Поэтому мы видим, что, в принципе, в целом не хватает. Вы говорите, что Запад не хочет эскалации. Объясните, а что такое эскалация сегодня? То есть, с точки зрения России, что может сделать Россия того, чего она не делает сейчас, кроме там применения ядерного оружия? То есть, остались ли еще какие-то средства и возможности, которые Россия по какой-либо причине до сих пор не применяет и чего боится Европа? Кроме ядерного оружия осталось на самом деле не так много, но сам факт того, что США заявляют, что
ракеты дальнего радиуса действия для тех же «Хаймарсов» они не хотят поставлять и сами озвучивают причину, потому что они не хотят, чтобы украинская армия наносила удары в глубине России. В принципе, какая у этого причина есть, то, что они не хотят эскалации, возможно, даже не в плане того, как Россия может ответить, а просто в самом прямом смысле не хотят эскалации, не хотят переноса войны вглубь территории России, кроме самых ближних приграничных территорий. Как в этом плане, возможно, с начала войны особо изменений не было. Они хотят contain, то есть закрыть эту войну в границах Украины, чтобы она как можно меньше выплескивалась вглубь территории России. Возможно, они опасаются, что это может выплеснуться на территории стран НАТО, как, в принципе, этот ракетный обстрел вчера, который уже выплеснулся на территории Польши в виде украинских ракет ПВО. В целом, если говорить чисто технически, то действительно Россия уже особо не может применить какое-то вооружение, которого она еще не применяла, не считая ядерного оружия, но многие западные страны все еще хотели бы в идеале, чтобы эта война не выплескивалась за территорию собственного Украины, чтобы не загонять Россию в угол. В принципе, возможно, они думают и про ядерное оружие, возможно, они все еще думают в прежней парадигме как-то договориться с Россией за счет каких-то компромиссов на территории Украины. Возможно, хотя на уровне риторики они и говорят о том, что Россия должна полностью вывести войска, но мы постоянно видим сообщения о каких-то закулисных переговорах и директора ЦРУ, и советника Салливана и так далее. Возможно, все-таки какое-то желание у руководства западных стран есть в том, чтобы как-то договориться с Россией. А если они действительно хотят договориться, то это уже оправдывает в их глазах нежелание эскалации, даже если это не ядерное оружие. Если мы хотим договориться, то мы не хотим повышать эскалацию выше какого-то определенного уровня, скажем так. Есть ли, по-вашему, на сегодняшний момент реальная вероятность применения ядерного оружия со стороны России? Как это выглядит сейчас, не говоря уже о каких-то там геополитических и прочих аспектах, чисто в военном плане пока Россия не выглядит настолько загнанной в угол именно на поле боя, чтобы она была вынуждена применять ядерное оружие. Если теоретически, допустим, Украина полностью разгромит российскую армию, полностью освободит все свои довоенные территории и, возможно, даже границы 1991 года, и, возможно, теоретически будет наступление территории России, тогда может быть, но мы еще далеко не там. Сейчас обстановка в чисто военном смысле на поле боя далеко не такая, чтобы вынуждать Россию к применению ядерного оружия. Она еще далеко не в таком катастрофическом состоянии. Это уже не касаясь всех политических аспектов и того, что высказал тот же Си Цзиньпин и, разумеется, Байден, о полной неприемлемости применения ядерного оружия. Понятно, что если как минимум с Соединенными Штатами, как минимум на уровне риторики конфронтация есть, но если уже против этого высказывается Китай, испортить настолько отношения еще и с Китаем для России это крайне невыгодно. Но самое главное, что в самом простом, чисто военном смысле у России пока нет особой причины применять ядерное оружие. Это еще положение не такое, что действительно врагу ворот Москвы нож приставлен к горлу, и действительно это средство последнего шага, которое должно быть применено. Россия пока еще далеко не там. Пару слов по поводу мобилизации. Прошло уже достаточно времени, как была объявлена мобилизация. 300 тысяч по официальным данным мобилизовали, сколько их реально, не очень понятно. Как это отразилось на войне? Прибыли ли мобилизованные на фронт и насколько активно они действительно сейчас воюют и включены в эту кампанию? По сообщениям можно заключить, что до 100 тысяч, в принципе, уже находятся в зоне Украинского фронта, конкретно в боевых порядках примерно до половины этого количества, то есть до 50 тысяч. Сейчас, возможно, уже и больше. Это были сообщения с последних дней. Такое количество, в принципе, уже на многих участках позволило поднять оперативную плотность и уменьшить количество таких слабых участков, которые, в принципе, и позволили украинский прорыв на Харьковском направлении. Всем понятно, что по качеству это не самый лучший личный состав, который может быть, но другого сейчас просто нет. И в тех кадровых подразделениях, которые мобилизованных влили в качестве пополнения. Как мы знаем, во многих кадровых батальонах личного состава было после понесенных потерь до 50% и меньше, поэтому дополнительное количество мобилизованных там это уже
усиливает их в количественном плане, и, в принципе, вливание их в уже существующее кадровое подразделение, это, разумеется, наиболее разумное их использование, так они могут одновременно учиться у более опытных товарищей. Также мы видим, что есть и подразделения сколочены полностью из мобилизованных, там проблем больше, особенно потому, что там и командиры, и офицеры тоже из мобилизованных. Бывает и потеря боевого управления, отступления и так далее, но это, в принципе, все проблемы первого этапа массовой мобилизации, когда все еще не организовано, не хватает того, всего 5-10, в том числе и командного состава, и опыта управления и прочего. Но в любом случае, как минимум в количественном плане на отдельных направлениях, как на том же Старобельском направлении, свой эффект мобилизованного уже дают. Если действительно на фронт будут брошены все эти 300 тысяч, чего пока еще нет, возможно, это позволит даже российскому командованию больше думать о каких-то наступлениях. Сейчас все эти наступления, как мы видим, на том же Бахмутском направлении и так далее, пока оно все еще какого-то эффекта не дает, атаки все еще не такие массированные, большого эффекта нет. Но в любом случае, эта мобилизация — это то, что уже позволило более-менее стабилизировать обстановку. Если бы мобилизации не было, вполне возможно, мы бы увидели дальнейшие украинские прорывы, в том числе и на севере Луганской области, на Старобельском направлении и так далее. Возможно, бы произошло действительно то сворачивание всего северного фланга, о котором говорили. Скорее всего, именно поступившие десятки тысяч мобилизованных позволили поднять оперативной плотности настолько, что этого не произошло, и украинское наступление забуксовало. Попытки наступления украинцы продолжают постоянно, но пока, как минимум, мы не видели таких успешных резких прорывов, как на Харьковском направлении. В первую очередь из-за мобилизованных. Они просто затыкают дыры и поднимают оперативную плотность. Как вы считаете, будет ли новая волна мобилизации? Все зависит от обстановки на фронте. В принципе, скорее всего, сейчас в ближайшее время нет, потому что с 1 ноября начался обычный осенний призыв в российскую армию. Одновременно вести и призыв кадровой армии и мобилизацию — это даже для российской системы военкоматов сейчас даже в расширенном составе это крайне сложно, поэтому как минимум до Нового года, пока не будет закончен осенний призыв, вряд ли. Дальше, начиная с января, зависит от обстановки на фронте. Частично, возможно, сейчас необходимость в этом снизилась, потому что высвободилось большое количество личного состава с Херсонского направления. Но если действительно к январю не произойдет каких-то резких ухудшений обстановки для российской стороны, возможно, сразу следующей волны мобилизации и не будет. Ну, а дальше уже в зависимости от того, как будут развиваться события, какие потери понесут российские войска, нужно ли будет их срочно пополнять большим количеством мобилизованных, будут ли следующие российские отступления, на каких рубежах придется обороняться, и не захочет ли российская армия переходить в какие-то крупномасштабные наступления и так далее. Ну, в ближайшие пару месяцев мы это увидим, но как минимум до Нового года вряд ли этого можно ожидать, если только не произойдет какое-то непредвиденное резкое крушение, которое резко изменит все расчеты. Но как минимум до января, если все будет более-менее нормально, то следующая волна начнется вряд ли. Фактор времени на чьей стороне играет? Кому сейчас выгодно затягивание, затишье, если оно относительно какое-то будет? Затягивание войны, разумеется, сейчас выгоднее для России. Это, допустим, затухание, если не полное, то хотя бы частичное в боевых действиях позволило бы России накопить больше сил как в плане личного состава, так и средств, и той же техники на поле боя, и восстановления бронетехники с хранения, и плюс тех же крылатых ракет и так далее. Вопрос, насколько украинское командование может и хочет не позволить этого России. Понятно, что в идеале украинское командование хотело бы не снижать темпы своих наступлений. Частично это высвобождение личного состава с Херсонского направления ему это позволяет. Вопрос насколько. И опять же вопрос материальной части. Хватит ли им этого крупномасштабных наступлений на том же Запорожском направлении или на другом выбранном направлении. Но в любом случае Украине затягивание войны невыгодно, кроме прочего, потому что продолжаются постоянные удары по тылу. И в целом от затягивания ситуации Украина ничего не выигрывает. Россия в худшем случае от этого ничего не выиграет, а в лучшем случае может выиграть достаточно много, может накопить сил для следующего броска. Поэтому затягивание
сейчас выгодно России и невыгодно Украине. Есть ли у Украины еще какие-то резервы в плане мобилизации? Там уже было довольно много вот этих вот волн, и создается ощущение, что всех, кого могли отправить на фронт, уже отправили. В целом еще есть кого призывать, и полный моб-ресурс Украины оценивается до 5 миллионов. Понятно, весь этот моб-ресурс выгрести невозможно, даже в таких условиях, как сейчас есть, но еще 100, еще 200 тысяч, еще 300 тысяч призвать вполне можно. На самом деле мобилизация там постоянно продолжается, так называемая перманентная мобилизация, по несколько тысяч тут и там призываются постоянно, просто в последнее время не было таких единомоментных массовых волн мобилизации. Но в случае надобности единомоментно призвать еще 100 тысяч, 200 тысяч вполне можно. Опять же, проблема, чем конкретно их вооружать. Одним личным составом вопрос не решить. А так как проблема тяжелого вооружения и техники – это проблема не столько Украины, сколько поставок Запада, поэтому это взаимосвязанные вопросы. И в плане конкретно личного состава еще на несколько волн таких по 100 тысяч, по 200 тысяч Украины вполне хватит. Вопрос, поставит ли Запад достаточно вооружений, чтобы сколотить из них действительно новые соединения. Мы видим сообщения, что такие соединения действительно сколачиваются. Еще одна механизированная бригада, еще одна воздушно-десантная бригада. Но для всего этого нужна техника. Техника – это Запад. Все зависит от поставок Запада. Если бы сейчас резко были усилены количества, то Украина могла бы выставить для этого количества достаточно личного состава, чтобы сформировать новые бригады. Но все в этом плане все зависит от Запада. Каков фактор наемников, которые воюют на стороне Украины, потому что российская пропаганда уделяет им достаточно много внимания, что чуть ли там, на некоторых участках фронта там чуть ли не уже половина это наемники из Европы, из каких-то дальних стран. Насколько их вообще много и как выглядят иностранцы, воюющие на стороне Украины? Насколько можно судить, российская пропаганда действительно резко преувеличивает их количество. Понятно, что несколько тысяч или даже теоретически говоря несколько десятков тысяч западных наемников это не идет в сравнение с украинской армией в целом, которая насчитывает несколько сот тысяч. Конкретно люди с боевым опытом, сколоченные в отдельные отряды, как мы видели на том же Харьковском направлении, вполне себе задействуются. Но в любом случае, даже если они эффективно используются, то это то, что называется мультипликатор силы, то есть увеличитель силы. Это не какой-то заменитель силы, и, скажем так, не на них стоит вероятность украинских продвижений, украинских побед и так далее. Это дополнительный усиливающий возможности фактор. Это не то, от чего будет зависеть исход войны. Ну, всем понятно, почему российская пропаганда уделяет им такое большое внимание. Именно как признак вмешательства Запада в войну и так далее, но на конкретных участках, на конкретных направлениях отдельные батальоны или, возможно, роты из западных солдат, имеющих конкретный боевой опыт, разумеется, тоже приносят большую пользу, но в стратегическом смысле, разумеется, вопрос решает украинская армия, а не то или иное количество наемников. Только наемников быть просто не может, чтобы это действительно имело стратегическое значение для фронта в целом. Если говорить про различные образования, я не знаю, как это правильно назвать, которые воюют на стороне России, но не являются кадровыми военными. Я сейчас говорю, например, про тот же самый ЧВК «Вагнер», про который очень много ходит легенд, слухов. Насколько их роль, она значительна в этой войне? Ну, как мы видим, с начала войны произошел, во-первых, резкий рост этой структуры и разделение ее на какие-то различные отряды, собственно, Вагнер, Лига и так далее, и другие организации, которые, в принципе, в сам Вагнер не входят, как тот же Редут и так далее. Все эти частные армии, которые развились еще с начала конфликта на Донбассе, еще с 2014 года. Они применялись с российской стороны, потом они применялись в Сирии, в Ливии и так далее. То есть в целом в начале, видимо, ставка на них была сделана потому, что, собственно, кадровая российская армия банально не имела такого нужного количества личного состава для такой крупной операции, как война с Украиной, что сейчас, в принципе, уже у всех консенсус, что российская армия была, как минимум в количественном смысле, абсолютно не готова к такой большой войне, поэтому угодились все, в том числе и
такие структуры, как Вагнер. Сейчас, в принципе, они используются на конкретных направлениях, как на том же Бахмутске, как штурмовая пехота. Чисто количественном смысле тоже, разумеется, они не могут быть каким-то стратегическим фактором, потому что они не составляют, разумеется, настолько большой процент от войск. Они используются на конкретном узком участке, как мотивированная, скажем так, штурмовая пехота. Но, опять же, мотивировано бывает разное. Одно дело конкретно эти наемники Вагнера, которые прошли несколько стран. Другое дело те же бывшие зэки, которых набирают просто за амнистию, скажем так. Возможно, это тоже не самый лучший материал в плане бойцов, но это люди, которым нечего терять. Их используют именно в этом плане чуть ли не как камикадзе, то есть как расходный ресурс, в принципе, это тоже вполне можно использовать, именно потому что российской армии настолько не хватает личного состава, что берут всех, и если мы знаем в ту же Великую Отечественную войну из лагерей набирали заключенных уже после проведения всеобщей мобилизации, сейчас в России, как мы знаем, мобилизация частичная, всего 300 тысяч, тем не менее набирают из лагерей и тюрем, потому что, в принципе, хотели бы в идеале обойтись даже без мобилизации, чтобы шли пусть даже зэки, но добровольцы без того, чтобы трогать гражданское общество, потому что это не популярный шаг. Поэтому гребут всех, даже зэков с большими сроками. В стратегическом плане это ничего не даст, потому что их не столько. Но, опять же, тут есть дополнительные пропагандистские аспекты, как мы видели с теми же роликами о казни предателей и так далее. То есть Пригожин выставляет себя как некую элиту типа опричников и так далее. То есть государево слово и дело. Он, кроме чисто военного плана, выстраивает себя, видимо, как некую политическую фигуру. То есть мы уже выходим тут за чисто военные аспекты. В чисто военном аспекте это штурмовая пехота, которая хороша на конкретных участках. Это не что-то, что может решить вопрос в целом. Их не сотни тысяч и не миллионы для того, чтобы выиграть войну. Возможно, они могут продвинуться на улице имени Патриса Лумумбы в Бахмуте, но не более. Но, в принципе, на тактическом уровне для этого их хватает. А что касается так называемых кадыровцев, какова их реальная роль в этой войне? Насколько можно судить, местами тот же отряд Ахмат, он был задействован и на Херсонском направлении, на других участках мы тоже видели. Часть из этого, это, разумеется, пиар, то, что называется тиктокерные бойцы, но частично тут и там они тоже, видимо, принимают участие. Но, опять же, эта война нам очередной раз показывает, что количество имеет значение. Это война количества, не столько качества. Во-первых, далеко не факт, что у кадыровцев такое качество, что их вообще можно рассматривать как отдельный фактор. А по количеству их, опять же, не столько, чтобы это имело какое-то большое значение. Возможно, в начале войны, когда, опять же, сил было мало, сейчас на фоне всех этих мобилизованных и прочего в количественном плане они размываются. Ну, понятно, что они тоже себя пиарят как какую-то элитную силу и так далее. В количественном плане все решает вес артиллерийского залпа и так далее, а не тот или иной элитный отряд специальных операций, кадыровцы, Вагнер, Альфа, Бета, Гамма и так далее, Дельта, любые названия. Это война количеств, артиллерии, бронетехники и прочее. Это становится классической войной в конвенциональном смысле, и те или иные элитные, либо элитные в кавычках пехотинцы особо тут роли не играют. На сегодняшний день, вот исходя из ситуации, которая сейчас на фронте, на что может рассчитывать Россия в плане там каких-либо успехов? Сейчас в чисто военном смысле весь вопрос в том, как распорядятся силами, которые высвободили после эвакуации правобережного плацдарма. Сейчас мы видим, пытаются на Южном фронте организовать оборону. Часть сил отводится за пределы действия украинской артиллерии. Мы видим, в том числе, украинская армия начала удары по тому же аэродрому в Чаплынке. Оттуда тоже отводится армейская авиация. То есть в стратегическом плане это уже выглядит как начало обороны предмостья, скажем так, к Крыму. Это пока еще не битва за Крым, но битва за сухопутный коридор в Крым. Дальше все зависит от того, действительно ли сейчас российская команда не захочет полностью сосредоточиться на обороне, либо все-таки захочет провести какое-то наступление этими высвобожденными силами. Пока больших успехов на том же Донецком направлении нет, но, возможно, решат бросить
еще все освободившиеся силы, чтобы захватить хотя бы Бахмут. Но всегда есть риск, что таким способом они пропустят очередное украинское наступление на другом направлении. То есть сейчас это именно шахматы, кто бросит больше фигур на какое направление, потому что у каждой стороны высвободилось, в принципе, для этого этапа войны, можно сказать, даже очень большое количество личного состава, десятки тысяч. Есть вопрос в том, как в ближайшее время каждая сторона ими распорядится. Возможно, в ближайшее время мы уже какие-то ответы увидим, пока мы видим перемещение на это направление, укрепление обороны там, подброс резервов туда, пока еще нет какого-то действительно формирования какого-то ударного кулака, явно видного на каком-то направлении. Возможно, мы скоро его и увидим. Да, но вы называете какие-то совсем локальные истории, то же самое там Бахмут или там какие-то, опять же, если мы посмотрим там, на карту, какие-то села, за которые идет уже не первую неделю и не первый месяц там идут сражения. Но если с точки зрения вот Украины есть потенциально то, что говорят, она сейчас может пойти на Мелитополь и разрезать сухопутный коридор, который сейчас в Крым Россия контролирует, то есть какие довольно серьезные еще перемещения. Вот они сейчас вернули контроль над Херсоном. Что-то масштабное Россия сейчас может сделать? Хотя бы, я не знаю, да, то есть, ну понятно, что уже там про Одессу и Николаев речи не идет после отхода с Херсона, ну хотя бы взять под контроль Донецкую область. Пока, как это выглядит сейчас, тех сил, которые высвободились даже с Херсонского направления для такого масштабного предприятия, как захват всей Донецкой области, не хватает. Как мы знаем, половина Донецкой области все еще под контролем Украины. В том-то и проблема, из-за того и была проведена мобилизация, что российское руководство увидело, что дальше так воевать невозможно, надо набрать как минимум еще 300 тысяч, но не все эти 300 тысяч еще на фронте. Если они поступят на фронт, возможно, это даст возможность высвободить больше кадровых частей для какого-то наступления. Но пока, разумеется, перспективы каких-то крупных резких продвижений, можно сказать, для Украины они гораздо более вероятны, чем для России, потому что у России по-прежнему не хватает личного состава для таких крупных продвижений. Этой мобилизации, в принципе, при правильном использовании может хватить для обороны. Для наступлений в идеале на таком фронте нужно провести как минимум еще одну такую же мобилизацию, а возможно и две. Весь вопрос, чем их конкретно укомплектовать в плане техники, вооружений и так далее, потому что танки и бронетранспортеры просто по повестке сами в военкомат не придут. Если в плане личного оружия, обмундирования и прочего, допустим, можно даже мобилизовать 1 000 000 человек, допустим, даже это можно решить с помощью там еще какой-то китайской формы, северокорейских автоматов и так далее, без большого количества тяжелого вооружения и техники. Это тоже максимум может хватить на оборону, потому что чем хороша оборона, что можно больше делать упор на бетонное укрепление и так далее, но вперед на бетонном бункере не поскачешь, нужна техника, танки, бронетранспортеры, артиллерия и так далее. Всего этого в России тоже резко не хватает. Поэтому, в принципе, большая масса живой силы, даже если ее призвать, она будет более эффективна в обороне. Для наступления у России пока еще не хватает. И перспективы больших продвижений сейчас для Украины гораздо выше, чем для России. Хотя тоже там ничего не гарантировано. Но как минимум мы уже видели крупное продвижение в последнее время со стороны Украины. Резервы у них еще есть. В России пока это еще более мало перспективно. Посмотрим, как это дальше будет развиваться. Возможно ли, по-вашему, мирные переговоры вот в нынешней ситуации, при нынешней линии фронта? Ну, это уже вопрос не военный, а политический. Как мы видим, как минимум официально Украина заявляет, что никаких переговоров не может быть, пока российская армия полностью не уйдет со всей территории Украины. Ну, как мы по опыту знаем, риторика одно, на самом деле политика другое. Возможно, все эти шаги челночной дипломатии с американской стороны, как мы знаем, глава ЦРУ встречался со своим российским визави. После этого он прибыл в Киев и находился в Киеве вчера во время ракетного удара. Понятно, что он не просто так ездит туда-сюда, это именно челночная дипломатия, передаются некие предложения. И, в принципе, если учесть, что для России сейчас было бы как минимум частичное перемирие крайне выгодно для того, чтобы перевести дух, накопить силы. То есть понятно, что они забрасываются соответствующие месседжи, в том числе и со стороны американцев. В принципе, и самих Соединенных Штатов, в том числе комитета начальников штабов Милли сказал тоже, что он думает, что сейчас, в принципе,
время для дипломатии, что не факт, что можно именно победить военным путем. Понятно, что он тоже не просто так это сказал, такие люди не делают такие заявления просто так. Все зависит от того, может ли украинское руководство сейчас себе позволить действительно переговоры. Понятно, что если они захотят это сделать, возможно, они смогут это продать даже украинскому обществу, при том, что по опросам общественного мнения до 90% украинского общества сейчас против любых переговоров и хотят решить вопрос военным путем. Но у украинского руководства, разумеется, картина гораздо более широкая. Они видят реальную информацию, что они могут, чего они не могут, что у них конкретно есть, потому что боевой дух — это, конечно, хорошо. Вопрос, сколько у них сейчас материальной части. И, опять же, мы не знаем, какие конкретно намеки или прямые заявления американцы им делают в этих кулуарных переговорах насчет того, что мы вам дадим, что мы вам не дадим. Всем понятно, что дальнейшие украинские победы напрямую зависят от поставок западного оружия, поэтому, разумеется, при желании Запад может давить. Говоря более конкретно, Соединенные Штаты могут давить и через этот кран поставки вооружения, открывая и закрывая. Поэтому много зависит от того, чего конкретно сейчас хотят Соединенные Штаты. Понятно, что из-за пропаганды и риторики они, возможно, действительно не могут настолько давить на украинское руководство, заставлять его идти на переговоры. И они сами постоянно заявляют, что мы помогаем Украине, но как себя вести, идти ли на переговоры, это решит только Украина. Но понятно, что они говорят это вслух. Вопрос, что сказал тот же глава ЦРУ конкретно, когда он был у Зеленского. Но в любом случае это уже политический вопрос, а не военный. В принципе, если, допустим, Запад действительно станет на сторону Украины полностью в том плане, что все должно быть решено военным путем, никаких переговоров, он должен для этого резко увеличить поставки вооружения. А без этого это все в основном риторика. Даже если он будет говорить, мы помогаем, без поставок ничего не будет. Этот кран нужно крутить в обе стороны. Пока мы большого открытия крана не видели, посмотрим, куда он будет закручен в ближайшее время. Видите ли вы какие-то аномалии на фронте, что можно было бы считать признаком какого-нибудь, как говорят, там, договорника или каких-то тайных переговоров? Или все происходит вполне естественно? Я лично пока не видел чего-то такого, что нельзя было бы объяснить без договорника. Просто многие люди постоянно мыслят в этой парадигме, поэтому все, что можно подвести под договорняк, они это подводят. И я бы лично называл договорником только то, что никак нельзя объяснить другими причинами. Поэтому тот же и прорыв на Харьковском направлении, и взятие Лимана, и вывод херсонской группировки, в принципе, вполне объясняются вполне нормальными объективными военными факторами без договорника, поэтому, следуя принципу бритвы Акама, я бы не вводил такой фактор, как договорняк. Возможно, теоретически потом, когда будет написана история этой войны, через много лет что-то обнаружится новое, но как минимум признаков того, что вот это вот конкретно никак нельзя объяснить без договорника, я лично такого не видел. Ваш прогноз, сколько эта война еще может продлиться? Я принципиальный противник прогнозов. Эта война, кроме прочего, показала, что прогнозы — это крайне неблагодарное дело. Эксперты вначале говорили одно, потом говорили другое на 180 градусов, потом крутились вокруг себя и искали, в какую сторону давать прогнозы. Все зависит от ресурсов. В принципе, сейчас это уже давно находится в фазе войны ресурсов. Все зависит от того, сколько каждая сторона сможет бросить на фронт. И для Украины, разумеется, в первую очередь, все зависит от западных поставок. Если живую силу они еще могут мобилизовать свою. Все зависит от поставок оружия. И этот кран можно крутить в разные стороны. Для России в основном это свои собственные силы, плюс та или иная помощь из Ирана. Из других стран мы пока не видели, хотя постоянно идут разговоры, что возможно что-то даст Северная Корея, возможно Китай. Пока этого не было. Но Иран тоже как минимум частично что-то дал. Ну, понятно, что там тоже запасы не бесконечны. Короче, это война ресурсов. Все зависит от того, кто сколько ресурсов сможет бросить. А так как для Украины это ресурсы западные, поэтому прогнозы дело сложно. Все зависит от того, что решит Запад. Открывать ли этот кран ресурсов на максимум или и так дальше продолжать капать. Так, чтобы этого хватало только для поддержки штанов и продвижения тут и там, но не какого-то накопления настолько большой критической массы, чтобы одним ударом смести российскую армию и завершить войну быстро. Это война ресурсов, а война ресурсов дело долгое. Все зависит от того, насколько откроют этот кран ресурсов или не откроют.
Поэтому прогнозы невозможно делать. Это зависит не столько от возможностей, сколько от намерений. В принципе, если Америка сейчас даст все, что хочет Украина, вопрос можно решить быстро. Но Америка, видимо, не хочет давать таких количеств, поэтому пока это затягивается. Вы сказали Северная Корея. И действительно были слухи, что вроде как идут какие-то переговоры о поставке ракет Северной Кореи. Может ли вот Иран всех удивил своими дронами, которые внезапно стали таким серьезным участником этой войны? А чем может удивить Северная Корея? Потому что кажется, что это такая очень отсталая страна, у которой там и для себя особо не хватает ресурсов. Для себя им как раз хватает. Ну, пока мы, разумеется, мы говорим теоретически, пока никаких подтверждений о поставках в Северной Корее не было. Но, в принципе, от Северной Кореи ничего особо продвинутого не требуется. У Северной Кореи огромные запасы артиллерийского и ракетного вооружения, как ствольная артиллерия, так и РСЗО, как, собственно, оружие, так и громадные запасы боеприпасов для всего этого. И так как многое из этого это именно советские калибры, то есть это вполне могло бы помочь российской армии, даже без того, чтобы ставить на вооружение какие-то новые типы вооружений, которых не было. Чисто практически те же самые снаряды, которые они используют. Потому что основная боевая мощь корейской армии — это огромное, просто невообразимое количество ствольной и реактивной артиллерии. В принципе, без всякой ядерной бомбы они по своим боевым возможностям могут за несколько часов разнести вдребезги весь Сеул именно силой своей ствольной реактивной артиллерии. Именно этого Сеул боится больше всего, потому что ядерную бомбу, возможно, Северная Корея побоится применять. Но артиллерия, в принципе, это можно. Но пока нет действительно подтверждений, что они действительно что-то передают России, но теоретически они могли бы очень сильно и помочь. И последний вопрос. Каким источникам в этой войне можно доверять? Кто, на ваш взгляд, наиболее объективно освещает эту войну? Я даже не говорю, может быть, про СМИ, а про какие-то экспертов, организации. Где следить, кто делает меньше всего ошибок? Ну, я бы лично так не оценивал. Я больше действую по методу именно смешивания, процеживания одного через другого. Например, очень много важной и полезной информации можно получать из крайне пропагандистских российских телеграм-каналов. Вопрос, на что именно смотреть. Потому что пропаганда, в принципе, это не то, что это сплошное вранье, это в основном расстановка акцента. Поэтому я бы лично не говорил, кого стоит слушать. Скорее всего, надо настроить, скажем так, в голове некий агрегатор, который будет процеживать информацию из разных источников, в первую очередь путем перекрещивания информации. Если простые примеры, если про какой-то населенный пункт российская сторона говорит, что он полностью захвачен, а украинская сторона говорит, что там ведутся бои. Возможно, он и не захвачен, но если обе стороны говорят, то как минимум там ведутся бои, это уже понятно. И таким простым образом процеживать всю информацию, а так, чтобы какой-то один источник всегда говорил правду. Даже если кто-то и хочет говорить правду, то всей полноты информации ни у кого нет, и напрямую получать инсайды, как мы видим в некоторых телеграм-каналах, чуть ли не из прямого окружения Путина. Понятно, что большая часть из этого это высосана из пальца, поэтому надо читать надо по возможности всех и процеживать информацию, настраивая у себя в голове фильтр, искать какой-то один источник, вот верьте этому. Я бы лично такого не советовал. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Будем слушать вас как источник. Окей.